Всем привет, с вами Наталья Рукодельная. Сегодня я покажу и расскажу, как сделать вкусные, простые и красивые клубничные валентинки. Сделать их и правда быстро и просто. Самое сложное из этого – это найти клубнику, а самое долгое – это растопить шоколад. Зато результат однозначно того стоит. Даже моему мужу, который не в таком восторге от клубники, как я, такие сердечки понравились. Их можно подавать самостоятельно или, например, как я, с шоколадным фонданом. Можно положить в коробочку в виде сердечка. В общем, как вам нравится. Итак, покажу, что нужно для таких сердечек. В первую очередь это, конечно же, клубника. Желательно побольше. Не в смысле побольше по штукам, а в смысле побольше по размеру. И поароматнее. В нашем случае сладость не так важна у клубники, потому что сверху будет шоколад. Клубнику моем, убираем хвостики и режем пополам. Подбираем каждой половинке пару, чтобы как можно лучше подходили друг к другу и чтобы они были похожи на сердечки. Соединяю зубочистками и пока отставляю их в сторону. А теперь начинаю делать на водяной бане шоколад. Я плавила сначала черный для нижней части клубнички, положила ее на фольгу, покрыла нижнюю часть, дала застыть как следует. И потом уже плавила черный и белый, не сильно перемешивая, чтобы украсить верхнюю часть клубники. Если не уверены, что получится, то лучше делайте в разных формах, но одновременно, так как шоколад быстро застывает. Переворачиваю клубнички, вытаскиваю зубочистки и сверху покрываю остальным шоколадом и как следует даю застыть. Можно клубнички оставить однотонными, тогда украсить готовым декоративным гелем, например. А можно и просто оставить так, они и так очень красивые. Сердечки не только красивые снаружи, но и внутри. А уж какие вкусные! Мне кажется, аромат клубники и шоколада не оставит никого равнодушными. Ну вот и все. Желаю всем любить и быть любимыми.